Друзья, всем привет! С вами Лада, и в этом видео я покажу свой способ того, как я приноровилась крутить трубочки на спицу 1 мм. Такая спица появилась у меня месяц назад. До этого я крутила трубочки на спицу 1,5 мм, и при той плотности бумаги, которая у меня была, мои трубочки меня устраивали. Плотность бумаги немного поменялась в меньшую сторону, совсем чуть-чуть, но тем самым я заметила, конечно, что трубочки на 1,5 мм спицу мне крутить не очень это нравится. Поэтому я добыла себе вот эту вот спицу. Я о ней, об этом подробном процессе вообще, из чего ее можно сделать, рассказывала в одном из своих видео. Вы можете посмотреть его, кликнув вот сюда. И в этом видео я покажу, как я на нее кручу трубочки, то есть какие они получаются, какие нюансы при этом. Постараюсь все показать более подробно. Так что если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. И не забывайте заглядывать в описание под видео, там обычно всегда много полезных, интересных ссылочек есть на всякие мастер-классы по плетению. Итак, перед началом работы, конечно, советую сделать пару вещей. Во-первых, это тщательно помыть руки, обезжирить их, чтобы не заляпать трубочки. И во-вторых, посмотреть на вашу спицу и как можно максимально ее выпрямить. У меня спица не очень сильно выпрямлена, но в принципе мне такая кривизна не мешает. Вот, посмотрите на вашу спицу, если она сильно у вас изогнута как-то, то нужно, конечно, подправить эти моменты. На спицу 1 мм я беру ширину полоски 8 сантиметров. Плотность бумаги у меня 47 грамм, до этого была 50 грамм. Разница немного ощутима. По крайней мере, я эту разницу чувствую. Вот, и при этой плотности бумаги мне, конечно, удобнее брать на спицу 1 мм полоску 8 сантиметров. И начинаю я с того, что прикладываю спицу к краю полоски бумаги. И да, говорю, что кручу я на весу не очень стандартным, привычным способом, но я надеюсь, что это никак не повлияет на мои объяснения и будет все понятно. И камера меня не подведет, тоже на это надеюсь. Итак, прикладываю спицу к полоске бумаги и стараюсь, чтобы вот этот угол, который у нас образовывается между спицей и краем полосочки, был минимальный. Теперь я немного подворачиваю конец полоски бумаги, вот так вот, чтобы помочь спице накрутить на нее, и начинаю скручивать. Здесь обратите внимание, полоска бумаги может заминаться. Она может заминаться немного, как у меня, и потом проходить, а может очень сильно. Так вот, когда заминается очень сильно, это значит, что вы очень сильно начинаете с давлением крутить. Просто ослабьте руку. И вот так вот я начинаю крутить двумя руками. Я показываю процесс очень-очень медленно, на самом деле это происходит довольно быстро, но чтобы было понятнее, я замедлила. Сдвигаю руку вот сюда вот. Теперь, как только у меня скручено уже практически половину трубочки, я левую руку сдвигаю ближе к концу трубочки и продолжаю крутить правой рукой, а левой немного просто помогаю, трубочку держу, чтобы она не раскручивалась. И вот таким вот образом продолжаю крутить. Здесь еще один нюанс есть такой. Вот этот вот угол, который у нас между скрученной трубочкой и самим краем полоски. Здесь он должен быть хотя бы 45 градусов, то есть половину прямого угла. Как это померить? Ну вот, например, у полоски бумаги у меня здесь прямой угол, я прикладываю. Обычно это половина прямого угла. Если все окей, значит окей. Значит, оставляю. Если у вас просто этот угол больше, например, вот такой вот, я покажу в следующий раз такой способ кручения, когда этот уголочек больше получается, то тогда у вас место скрутки будет больше, чем начало трубочки. Тоже обратите на это внимание. Вот так вот я докручиваю, перевожу в такое положение, смазываю клеем кончик,
Здесь, кстати, вот что тоже нюанс такой. Я клей капаю чуть-чуть, прокручиваю трубочку, и чтобы скрутка у меня вся в клее не была, я вот таким вот образом прокрутила. Остаточек клея у меня на пальчике получился. Здесь у меня на трубочке ничего нет, остаточек я о полосочку вытираю. А теперь давайте посмотрим на саму трубочку, которая получилась. Спица вынимается. И будем сейчас смотреть, правильно ли трубочка получилась. Для меня критерий правильности — это когда скрутка практически такой же ширины, что и начало трубочки. Но это лично для меня, мне кажется, что может у других какой-то другой критерий правильности трубочек. Но при этом, если у вас скрутка такой же ширины, как и начало, будет очень легкое наращивание трубочки, что, конечно, упростит работу. Итак, давайте посмотрим. Надеюсь, что камера поймает этот фокус. Ну, проще всего, конечно, измерить, например, линейкой ширину. А здесь на камеру не видно, но вот так что-то 35 миллиметров у нас, да, что-то такое. Давайте померяем начало трубочки. Здесь у нас практически такое начало, такое же, да, 35 миллиметров. Но как лучше всего проверить? Это сложить пополам вашу трубочку, даже чтобы так, чтобы начало трубочки находилось практически у самой скрутки, и посмотреть на ширину вашей скрутки, да, у трубочки, и начало. Приблизительно одинаковой ширины, приблизительно, если так посмотреть. То есть вот здесь примерно наращивание у меня, да, и по ширине практически идентично. Это значит, что трубочка скручена правильно. Покажу еще тот способ, где, например, угол у нас широкий получается, что будет не так. Итак, мы также прикладываем спицу. Здесь, понимаете, что если у нас здесь широкий угол вот здесь вот, то это тоже, конечно, влияет на правильность трубочки. То есть вот я изначально кручу, и у меня угол здесь очень широкий. Давайте посмотрим, что в этом случае будет. На спицу 1 мм, конечно, приноровиться нужно крутить. И ну вот смотрите, у нас и этот угол тоже получается чуть больше половины прямого угла. Да, вот он больше половины прямого угла. И скрутка, посмотрите, какая широкая получается. Сейчас мы сравним с той скруткой, которая получается у нас. Во-первых, она получается очень-очень длинная. Да? Во-вторых, широкая. Конечно, наращивание с такой трубочкой сложно будет сделать. И если мы ее сравним с нашей первой трубочкой, посмотрите, какая толстая получается скрутка. И если с началом, посмотрите. А здесь самое главное — это правильно подкрутить трубочку так, чтобы угол был минимальный. Еще раз покажу, как правильно я кручу трубочку. Итак, здесь угол минимальный, вот практически близко очень расположено. Начинаю скручивание. На камеру сложно, но я стараюсь это сделать. Вот здесь главное начало, вот прямо вот как вы крутите начало, потому что на спицу 1,5 мм начать довольно-таки легко, а на спицу миллиметр посложнее, но тоже нужно приноровиться. И вот как только я половину трубочки где-то скрутила, рука у меня здесь, здесь у меня уже практически ближе к концу, и я начинаю крутить правой рукой. А левой я просто придерживаю, чтобы она здесь у меня не раскрутилась. Конечно, здесь небольшое усилие нужно приложить. Клея немного. Прокручиваем. Вытираем. Все, трубочка наша готова. С первой трубочкой, если мы сравним, да, то мы также получим практически одинаковую ширину начала и скрутки.
И здесь точно так же. Надеюсь, камера все поймала, и вы все прекрасно увидели. Хочу сказать еще одну вещь. Когда я крутила трубочки на спицу 1,5 мм, то я заметила, что такие трубочки, они отличались от этих тем, что у них начало было чуть шире, чем сама скрутка, где-то на 1 мм. Такие трубочки тоже считаются правильные. Это один из критериев правильности, на мой взгляд, не единственный. Даже достаточно того, что у вас начало и скрутка трубочки одинаковые по ширине. Это тоже хорошо. Как проверить еще, правильные ли у вас трубочки, хорошие ли они? Это попробовать их нарастить между собой. Как мы наращиваем обычно? Да? Мы наращиваем вместе скрутки, то есть мы ее срезаем. Я это делаю вот таким вот образом, наискосок. Немного складываю кончик. И сейчас я это все вставлю в другую трубочку, в начало другой трубочки, и посмотрю, как у меня идет наращивание. С трудом ли оно идет, или же все хорошо наращивается. В данном случае у меня нарастилось все легко, и я понимаю, что такие трубочки мне очень хороши в работе. Если у вас наращивается с трудом или вообще не влезает в начало трубочки ничего, то значит у вас просто очень широкая скрутка, и вам нужно поработать немного над началом скручивания трубочки, над углом. Здесь еще хотела вам показать один момент. Например, вы начинаете скручивать трубочку, стараетесь выдержать минимальный угол, но в процессе кручения понимаете, что угол у вас увеличивается все больше и больше. Такое бывает. Не паникуйте, не переживайте, не стоит даже раскручивать трубочку обратно. Как я исправляю данную ситуацию? Я продолжаю крутить трубочку, но при этом теперь уже ведущая рука будет левая, а правой я лишь придерживаю начало трубочки, чтобы не раскрутилась, а левой я немного вот это все подкручиваю. И как только я понимаю, что в принципе ситуация исправлена, я продолжаю это делать правой рукой, а левую я больше смещаю к концу трубочки, правой подкручиваю, левой смещаю к концу, придерживаю плетение и его заканчиваю. Кручение в смысле. Заканчиваю, капаю сюда клея. Проворачиваю, вытираю. Трубочка готова. Как вы уже увидели, каких-либо секретиков у меня в этом деле нет. Практика, еще раз практика, и обязательно все получится. Главное, я еще раз повторяю, когда вы крутите на спицу 1 мм, обязательно выдерживать угол между краем полоски бумаги и самой спицы. Это сложно сделать, но главное в этом деле приноровиться, и потом уже пойдет все как по маслу. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, оказалось полезным. Обязательно дайте мне об этом знать большими пальчиками вверх. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе выхода новых видео и прямых трансляций. Всем вдохновения, успехов и увидимся очень скоро. Пока-пока!